Всем привет! Если вы устали от качества звучания штатных динамиков и хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы заменить на что-то интересное, это видео вам будет полезно, потому что здесь мы будем отвечать на вопросы, как можно своими руками заменить динамики, как снять панель, что потребуется, какие инструменты, с чем можно столкнуться и нужно ли проделывать шумоизоляцию. В этом видео дальше. На заметную штатной акустике вы можете выбирать абсолютно любые динамики, которые вам только понравятся. Я буду устанавливать акустику от компании Pioneer. Почему? Потому что я всегда ее устанавливаю на все свои автомобили. От Москвича до Toyota Carina E и на Кремень я устанавливал, делал об этом видео на мой Subaru Outback 15 модельного года. И сейчас даже на XV буду также устанавливать их, потому что они не перестают удивлять качеством звучания, хорошими богатыми басами и такой вот глубиной. Сочности звучания, ну, если можно так сказать. И, конечно, они весьма бюджетные. Их можно купить практически за каждым углом. Продаем пионеры. Кому нужны пионеры? Сочное качественное звучание. Дядь, нужны пионеры? Да совсем недорого. Недорого, говоришь? Тогда возьму 2 пары. Бери, дядь, последний у меня. Забирай. Пионеры, совсем недорого. Продают пионеры. Да. А теперь небольшая распаковка. Мой выбор пал на 6-дюймовые, что наперед, что назад. Модель TS-A серии 1696S, максимально на 600 Вт. Коаксиальный динамик. Для тех, кто не знает, коаксиальными динамиками называются те, которые имеют встроенные твиттеры. Здесь у нас получается на 3 выхода. Совсем маленькая пищалочка. По соотношению размеров самого динамика достаточно увесистый большой магнит, все прорезиненное, что очень даже хорошо, потому что мы все-таки будем устанавливать в двери, а там, когда идет дождь или мойка машины, соответственно, влага будет попадать, и бумажные здесь не совсем подойдут. Следующие, которые я установлю как раз на переднюю дверь, это идут пионеры тоже TS серии A 1693. У них такой же магнит по размеру, он, в принципе, ничем не отличается. Я специально такие выбирал, потому что понимал, что двери у XV чуть меньше, чем у Outback, и внутренняя часть как раз не должна сильно выпирать, потому что между магнитом и самим стеклом обязательно должно быть расстояние, хотя бы сантиметрик. Конечно, у пионеров и других производителей есть много разных динамиков, которые более мощные и имеют более развитую магнитную систему, но тут очень важно понимать вот это вот расстояние, которое у вас есть в двери, вот до самого стекла. Когда стекло опускается, чтобы оно ни в коем случае не цеплялось вскользь и в то же время не упиралось, потому что, иначе тогда стекло не сможет полностью закрываться и однажды даже может и расколоться, потому что все время будет биться об этот магнит. Очень важно, чтобы зазор был хотя бы сантиметрик. Учтите это при выборе акустики. Еще немаловажный аспект при выборе акустики, чтобы вот эти твиттеры не мешали закрыть панель двери, чтобы они не упирались вот в эту решетку, соответственно, не было вот этого громыхания, потому что если будет прилегание, то от звука будет такое дребезжание, тоже это не нужно. Чуть попозже я об этом поподробнее расскажу. И еще меня спрашивали насчет этих динамиков, какой вот вылет глубины. Вот. 55 миллиметров. И эти динамики на 350 Вт максимальные я буду использовать как раз в передней двери, потому что хочу добиться именно вот этого вот звучания, четкости, наверное, вот как-то так вот обрисовать. А более мощные буду ставить уже назад, вот эти, которые на 600 Вт идут, потому что мне нравится, когда ощущение обволакивания, а этого можно добиться, когда сзади как раз тоже идет звук. Это я. Это мои предпочтения, вы можете делать как хотите. Прежде чем начать разборку, проведем звуковой тест, как было до и после. Вот сейчас штатные динамики, включаем мелодию, за которую меня не забанят.
Tell you what to do in life instead. With everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. That is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. Как можно было увидеть и услышать, музыка на минимуме и на средней громкости, в принципе, неплохо звучит, но если вдруг чуть погромче, то получается такая каша. И уже, никакого разбора. Нету ни басов, просто вот. Ну, а с другой стороны, что мы хотели от бюджетных динамиков штатной мультимедиа? Сейчас мы разберем, посмотрим, какие там динамики, какой магнит, и сравним с тем, что мы будем устанавливать. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Начинаем разбор панели двери. У всех современных автомобилей панель двери в принципе летает, целиковая. И держится, как правило, на пару саморезиков, все остальное клипсы. Находим скрытые полости. Под ними как раз прячутся саморезики. Выкручиваем их. Больше никаких скрытых полостей я не вижу. Теперь необходимо отщелкнуть. Лучше всегда это делать ближе к низу. Найти, где можно зацепиться. Какая тугая.
страшные звуки, но видите, как только я нашел, где именно держится, вон она отскочила вон, со всех клипс сразу. Ну, хорошо. Дальше приподнимаем чуть-чуть ее наверх и видим клипсу с проводами, которую необходимо снять. Это как раз электростеклоподъемник. И снять вот эту часть, которая держит ручку. Можно, конечно, было сами тросики отцепить, но я предпочитаю просто выкрутить эти два болтика. Ну все, аккуратненько снимаем ручку. Все, наша панель снялась. Можно увидеть, что здесь даже есть какая-то шумоизоляция, что, ну, неплохо, но этого, конечно, недостаточно. Но с этой стороны никакой шумоизоляции нет. В принципе, здесь вот эта только пленочка, она в основном как гидроизоляция только идет. Ну и вот небольшой кусочек чего-то мягкого. Так-то, конечно, дверь достаточно гулкая. Чтобы нам добиться хорошего качественного звучания наших новых динамиков, маловато сюда просто вот поставить, заменить вот этот маленький динамик. Нам нужно сделать шумоизоляцию. И для начала проклеить виброизоляцией, сделать некий такой короб, для того, чтобы внутри звук как бы отталкивался и выходил через вот это отверстие специальное, да, чтобы он не рассеивался вот по всей двери. А для этого нам нужен акустический короб. Сейчас мы его и будем делать. Я надеюсь, видно, насколько широкая вот эта часть. Она как раз предусмотрена, что мы можем установить сюда коаксиальную динамику, которую, ну, достаточно далеко выходит твиттер, и он не будет цепляться за обивку двери. Мне уже не терпится посмотреть, какой же там магнитик. О, вот это да! Для сравнения, да? Сейчас. Так, ну вот так вот должно получиться. Видно, что здесь также, в принципе, это не бумага, да, все такое вот пластиковое, прорезиненное, это хорошо, но, конечно, с таким магнитиком мы ничего не могли бы сделать. И максимально он только 35 ватт выдает. И, кстати, смотрите, Фостер. Есть номер 86301 PG102. Если кому нужно будет, пожалуйста, покупайте. Хотя, в принципе, зачем? Всегда можно вот поставить что-то более существенное. И еще один момент. Если сравнивать его вот так вот, да, вот здесь вот по выходу самого магнита, то мы не выходим далеко. То есть мы никак не будем задевать стекло, и можно даже об этом не волноваться. Вот я вот так покажу, чтобы было видно. Да. И хотя сам динамик новенький у нас, в принципе, встает в отверстие, ему ничего не мешает. Магнит далеко не выходит, и можно было просто его здесь закрепить, вот, на саморезике. Ну, только сделать небольшой демпфер. Также можно было использовать проставочные кольца. Вот они из фанеры специально продаются. Я их немного подкрасил. То есть уже, ну, обрезать эти ушки, которые мешают, и вот где-то вот так вот вставить эти проставочные кольца. Вот. Если они не будут мешать закрываться самой панели, то вот этот лучший вариант. Они бывают разных размеров, вот как раз доборные есть. Может быть, я на вот этом тоже вот так остановлюсь. Мне кажется, он идеально подходит сюда. Вот. Сейчас мы посмотрим, замеряем и от этого будем уже исходить. Но также можно было сделать не совсем гуманную вещь, разрезать, вот, как бы вырезать полностью вот этот динамик и вот этот вставить как бы в него. То есть, ну, вот, считай, вот эту вот часть обрезать и вот так вот внутри его остановить. И тогда у нас как бы останется и штатная клипса, и вот этот вот как бы козырек от воды. То есть вот это вот все можно было бы вот так вот туда запенделить. А для начала уберем все, что нам мешает, и будем делать шумовиброизоляцию. Итак, я пленку решил полностью убрать и заделать короб достаточно качественно. Сначала внутрь, потом, получается, все эти большие отверстия также вот мы сверху закроем и хорошо их прикатаем. Для этого нам поможет замечательный валик. Продается в том же магазине, где обычно вот и шумовиброизоляция. Лучше не скупиться, один раз его купить, потому что виброизоляция будет работать только в том случае, если она хорошо, качественно прилегает, хорошо раскатана.
То есть туда не будет попадать влага. И самое главное, не стоит заделывать, стремиться полностью, вот прям 100% все, чего вы видите. Достаточно 70%, вот только вот такие вот большие части заделать. Сейчас я покажу как. И ни в коем случае не стоит, вот здесь вот есть силовой элемент трубы. Ну, в случае удара, да, чтобы дверь не ушла внутрь, не травмировала пассажира. Потому что, как мы знаем, Subaru следит за своим 5 звезд безопасности, которые она получила. Смотрите, здесь есть небольшие зазоры. Я их сейчас покажу. Надеюсь, их будет видно. Через эти зазоры поступает вода дождевая. Она проходит как раз по внутренней обшивке и попадает в дренажное отверстие. Ни в коем случае не стоит закрывать их. Тем более вот делать вот так вот как бы нахлест на трубу, да? Вот полностью вот так вот закрывать. Не стоит так делать, потому что вода иначе может не поступать или наоборот там задерживаться по всем этим дренажным отверстиям. И точно не стоит на виброизоляцию уже наклеивать ничего такого, вот как вот этот вспененный полиэтилен. Вот покажу. Вот так вот он выглядит. Некоторые берут еще дополнительно его вот сюда проклеивают. Если вы хотите его проклеить, проклейте его на саму панель. Он больше даже, знаете, как теплоизоляция будет, да, вот. Не так будет сильно нагреваться в жару салон, там, допустим, да, и не так охлаждаться в мороз. Ну, точно не стоит его там, потому что клей отклеится, она вот так вот свалится, закроет дренажное отверстие, начнет влага скапливаться, и вот неприятные запахи, возможно, даже гниение. Никому это не нужно. Поэтому сейчас только вот покажу. Визуально определили, какой величины должен быть, отрезали кусочек и закладываем его туда. Распределили так, как он нужен. Опять же, оставили зазоры. Вот. Великолепно он сюда ложится. Для зазоров место есть. И начинаем раскатывать. Замечательно помогает этот валик. Укатываем с середины по сторонам, чтобы никаких пузыриков, никакого воздуха не осталось. Все. И, кстати, мы решили не прорезать вот этот старый динамик, потому что, ну, не хочется его портить, и потом ничего нам это не даст. Решили установить сюда именно вот такие вот проставки из фанеры. Они у меня уже заранее были куплены, тем более, что два ушка, они уже попадают на штатные места. Просто придется, возможно, немножко подрезать это ушко, ну и здесь сделать еще одно отверстие. Заранее мы его там внутри, конечно, прокрасим. Вот и все. Вернемся к этому чуть позже. Все, работа закончена. Внутри шумоизоляция, виброизоляция стоит. Можно вот заметить, какая разница. Все отверстия технологические тоже я заклеил. Оставил только место, где вот как раз выходит ручка и вот наш замечательный проводок. Ну и пора ставить. Смотрите, как тут я придумал. Решили мы не курочить старый динамик. Решили использовать вот эту вот проставку из фанеры. Единственное только то, что я ее с обратной стороны вот проклеил вот этим вот вспененной вот этой теплоизоляцией. И, ну, чтобы вот этой вибрации никакой не было. И вот снаружи тоже проклеил такой антискрип лента, чтобы вот он замечательно вот так встал. Вот так вот. Сейчас мы его на саморезике так закрепим. Вот так вот где-то будет. Или вот так. Вот. Подпаял проводочки. Так что сейчас ставлю, закрепляем, и уже можно будет собрать полностью, проверить, как будет играть.
Get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Дверь водителя имеет аж 3 штекера, поэтому надо быть с ними аккуратны, предельно осторожно. Когда-то я уже делал здесь шумку, здесь будет немного проще. С передними дверьми случилось, ну как всегда, вот, неожиданность, сложность, не проблема. Оказалось, что динамик, который впереди стоит, он как бы вот под углом, скос имеет, чтобы вот не быть голословным. Самая большая сторона у него 40 мм, самая меньшая 18. Я хотел использовать вот такую проставку, прекрасная у меня есть, вот маленькая, тоненькая. Но даже с ней, из-за того, что коаксиальный динамик, получается, что он выпирает больше, чем это позволительно, потому что в двери в передней оказывается меньше места до вот этой решетки. Так что, ну... Хотелось бы, конечно, вот с этим, но не получается. Пойдем покажу, как будет выглядеть, если поставить его напрямую. Я, конечно, продемпфирую здесь, обклею, но будет стоять динамик вот так. В принципе, он закрывает хорошо все отверстия. Вот. Никому он мешать не будет, будет красавец, просто он будет без вот этой фанеры. Почему я очень хотел на нее поставить на проставку? Потому что вот вибрация будет переходить сюда в любом случае, а фанера это было бы все демпфировало. Но я, сейчас, получается, обклею, может быть, в 2 слоя, чтобы вот, немножко вот, хотя бы избежать этого. Так что будем делать вот так вот. Новое отверстие саморезиком, так сказать, прорежем. И будем собирать. Уже будем пробовать, как звучит машина с этими новыми 4 акустическими динамиками от Pioneer. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Все, вся работа закончена, все выполнили, в принципе никаких сложностей не возникло. Единственное, вот с передними динамиками, такое бывает, к этому надо быть готовым. Мы справились, установили. Как звучат они, мы послушали. В принципе, мы были просто поражены сочностью, качеством звучания. Единственное, что они все равно еще как бы вот только-только с коробки еще не разыгрались. Им нужно, может быть, там хотя бы пару дней, недельку поработать, чтобы они вот разошлись, так сказать. Вот новая акустика всегда так, она должна немножко разыграться. Так что в случае, если у вас будет желание когда-нибудь установить, знайте, что это возможно сделать своими руками, ничего сложного, всего полдня работы и порядок. Никаких переделок особо не делали,
Ну, там, может быть, где-то что-то подрезали, что мешалось. И еще одно. В XV, вот именно Subaru, в такой комплектации с двигателем 1.6 у нее не стояли штатно динамики спереди. Но вся проводка там есть. Я оставил это уже давно, поэтому сейчас не стал показывать. Там просто маленькие, но качественные динамики стоят, так сказать, твиттеры, но они прям вот хорошие. Они вот почти как широкополосные. У них мощный магнит, и они прям, в принципе, вот эти вот маленькие динамики, которые установлены спереди, но качественные, хорошие, они на себя брали всю музыку, и получается все те, которые были установлены вот с завода, мультимедиа, штатная, она просто, там как-то шипела, шкварчала, какой-то шум создавала. В принципе, все только брали вот эти динамики. Теперь они разошлись, теперь 6 динамиков работают на то, чтобы получать наслаждение от прослушивания своей любимой музыки, ну и от приятной поездки, потому что лучшая дорога, как известно, это дорога домой. Едешь в своей любимой машине, включил свою любимую музыку, и все у тебя хорошо. Сами динамики показали себя хорошо, мне понравилось. Единственное, что я вижу теперь, что их невозможно раскрыть со штатной мультимедиа системой. Если заменить еще ее, то это будет просто космос. Если вам это видео было интересно и познавательно, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Сергей Перетягин, Максим и Subaru XV. До новых встреч в эфире и пока!